Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю восхитительный, необыкновенно легкий и в то же время сочный и влажный пирог зебра. И готовить я его буду на воде из самых простых и доступных продуктов. Пирог этот будет постный, веганский. Он не содержит в себе продуктов животного происхождения. И покажу здесь идеальную рецептуру, чтобы пирог был именно очень легким и в то же время влажным на вкус. Он долго не черствеет, прекрасно держит форму, не крошится практически при нарезании. Покажу здесь рецепт очень быстрой, великолепной глазури, буквально из 2 ингредиентов: шоколадный, без шоколада, очень бюджетный. Посредством этот пирог получается очень недорогим, бюджетнее уже некуда. Итак, я для богатства вкуса буду добавлять сюда цедру одного апельсина. Я снимаю сейчас цедру с апельсина и выжимаю сок из одного апельсина. Вы можете, если у вас нет апельсинов, вы можете заменить это на яблочный сок, развести какой-то другой сок или компот, чтобы он был с хорошей кислинкой, вот как апельсин. Здесь можно и лимонный сок добавить, тогда 1 к 2 нужно его разбавить. 60 мл апельсинового сока у нас сюда уйдет. Здесь у меня 350 мл воды. Добавляю туда сейчас вот этот свежевыжатый сок апельсиновый. Еще раз повторяю, можете на яблочный заменить. Это все на ваше усмотрение. 6 грамм соли. Соль обязательно нужно добавлять в постные рецепты, иначе выпечка будет пресной на вкус. Также добавляю туда 16 грамм ванильного сахара и 250 грамм сахара. И 100 грамм, говорю в граммах, растительного масла без запаха. И сейчас все это просто перемешиваю до однородности. Добавляю туда также 2 мл, вот одну бутылочку ромового ароматизатора. Если у вас ромовая эссенция, вам следует добавить тогда буквально 1 каплю. Это более концентрированный тогда будет и насыщенный вкус и запах у нее. Итак, все это просто перемешала до растворения сахара и просеиваю туда сейчас 500 грамм муки. Мука не сильная. Вообще для таких рецептов берем муку с содержанием белка до 11 грамм белка на 100 грамм муки. 15 грамм разрыхлителя туда просеиваю, не соды, а именно разрыхлителя. Все это просто перемешала до однородности. Вымешивала буквально около минуты, потому что были комочки. Вот так вот с усилием вымешиваю, но все прекрасно разошлось. Миксер здесь не буду использовать. Разделяю сейчас тесто на весах на 2 части. В одну часть я просеиваю 20 грамм какао-порошка для выпечки, то есть без примесей, просто какао-порошок. Перемешиваю все это. И заметьте, жидкости дополнительной в какао-тесто в шоколадное тесто я не добавляю. Вот это здесь важно, иначе будет растекаться потом вся эта зебра. И в белое тесто, в светлое, я добавляю всю цедру. Сразу повторяю, цедру это все только по желанию. Вы можете добавлять, можете не добавлять. Я добавляю именно для разнообразия и богатства вкуса. Она здесь ни в коем случае не помешает, эта цедра, а сделает вкус очень таким праздничным. Перемешала все. Форма у меня здесь 24 сантиметра в диаметре. Выстелила ее всю бумагой для выпечки. И я буду делать такие широкие полоски у зебры, поэтому я выкладываю 4 столовые ложки светлого теста и по 3 столовые ложки шоколадного теста, чтобы был вот этот четкий, яркий рисунок. Если вы хотите более мелкий рисунок, тогда по 2 ложки выкладывайте, но не по одной, потому что тесто постное, у вас все это просто может смешаться. Естественно, выкладываем все это тесто в центр. Духовка у меня уже заранее разогрета на 170 градусов Цельсия. Шпажкой делаю вот такую сеточку сверху. Выпекаю я этот пирог при температуре 170 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне 50 минут. Это в моей духовке. Первые 40 минут духовку не открываем. Итак, пирог у меня испекся. Есть такие небольшие разломы у него. Это нормально абсолютно для постного теста. Если делать более жидким тесто, тогда мякиш будет таким как бы непропеченным, водянистым и клеклым. Поэтому здесь все очень сбалансировано в этом вкусе. Оставляю сейчас полностью остыть до комнатной температуры. Кто не хочет покрывать глазурью, можно и вот так оставить, посыпать сахарной пудрой, и уже этого будет достаточно. Сейчас я показываю рецепт глазури.
Глазурь получается необыкновенная, буквально из одного ингредиента плюс вода. Готовится буквально за 1 минуту, без уваривания. И можно приготовить любой консистенции, нужной именно для ваших изделий. Здесь у меня какао-напиток типа Nesquik, то есть быстрорастворимый. Порошок для какао-напитка, он сладкий. Это ни в коем случае не какао для выпечки. Просеиваю сейчас в емкость 4 столовые ложки вот этого какао-напитка сладкого, который мгновенно разводится либо горячим, либо холодным молоком или водой. Я здесь буду использовать просто охлажденную кипяченую воду. К 4 столовым ложкам какао-напитка сухого я добавляю 2 столовые ложки кипяченой охлажденной воды. Но в моем случае эта консистенция мне не подошла, она такая жидковатая. Поэтому я сейчас добавляю туда еще 1 столовую ложку вот этого сухого порошка для какао-напитка. Сладкого, опять же повторяю, типа Nesquik, типа Каба. В разных странах называется по-разному. Я думаю, в каждой стране он такой продается. Вымешиваю уже до однородности с 5-й ложкой. Вот такая идеальная консистенция, мне уже абсолютно подходящая. И вот такой прекраснейший у нас результат буквально через минуту уже получается. Готовая глазурь. Прекрасно наносится на изделие. Можно сделать более жидкой, чтобы были подтеки. Можно оставить так, как есть. Через пару часов на изделие она подсыхает, если изделие ничем не закрыто. Если поставить выпечку в контейнер в пищевой, тогда она не будет подсыхать. Но на открытом воздухе она подсыхает, эта глазурь. Итак, пирог у меня постный, поэтому разломы здесь есть, как я уже и сказала. И я сейчас наношу на полностью остывший пирог эту глазурь. Посмотрите, как глазурь идеально ложится. У нее такой очень приятный глянец. Она не растекается. То есть консистенцию мы здесь регулируем сами. Глазурь очень вкусная на вкус. По сладости она примерно как сладкий молочный шоколад. То есть ничем не слаще. Я бы даже сказала, что примерно 40% молочный шоколад. То есть не такой не слабенький, не очень приторный, а именно такой уже с хорошей долей какао-масла. Очень советую готовить такую глазурь именно для пирогов, возможно, даже для каких-то подтеков на торт. Если нужно по-быстрому домашний тортик вот так вот украсить, очень советую ее делать. Буквально за минуту из простейшего продукта, который, я думаю, сейчас у многих есть на кухне. У меня этот порошок для какао-напитка, для шоколадного напитка совершенно постный, поэтому я использую его здесь для вот этого постного веганского пирога зебра. На вкус глазурь получается как будто с молоком. Если вы не придерживаетесь веганского или постного питания, вы можете здесь вместо воды добавить, конечно же, 2 столовые ложки молока, и будет тогда еще вкуснее. Это все на ваше усмотрение. Сейчас я посыпаю этот пирог ореховым крокантом. Как приготовить ореховый крокант, есть подробнейшее видео на моем канале. Ссылку на то видео по приготовлению кроканта я вам оставлю в описании к данному видео. Ореховый крокант – это ореховая крошка, у меня в данном случае миндальный крокант, карамелизированный. То есть это готовится буквально из 2 ингредиентов плюс вода, то есть орех и сахар плюс вода в домашних условиях, элементарно на сковороде. Я ссылочку вам оставлю. Обязательно советую приготовить. Вот так еще только что остыл он у меня. Вот так вот он нарезается, этот пирог. Вот так он надламывается вилкой. Сейчас нарезаю на следующие кусочки при вас. Вот такая прекрасная выпечка. Вы посмотрите, практически без крошек нарезается. Очень часто постные пироги крошатся. Здесь желтое вкрапление, это у меня апельсин, цедра апельсина. Я думаю, это и понятно. Вот так вот выглядит разлом у пирога. Нежнейшая выпечка. Мякиш ни в коем случае не клеклый. Мякиш воздушный. Многие спрашивают в комментариях значение слова клеклый. Но я думаю, что прилагательное, относимое к кулинарии в русском языке, должно быть понятно. О клеклом мякише хлеба, когда он не пропеченный, не пружинит, когда в нем нет пузырьков воздуха, когда он такой мокроватый на ощупь, такой слипшийся. Это значение прилагательного клеклый. Многие очень меня спросили в комментариях к предыдущим видео. Но это слово абсолютно неприменимо к нашему сегодняшнему пирогу. Пирог получается очень легкий по текстуре. И вот такой роскошнейший результат у нас в итоге получается. Пирог, тающий во рту. Очень советую его готовить. Когда пробуют, даже люди не понимают, что он приготовлен абсолютно без молочных продуктов и без яиц. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.